Добро пожаловать в самую южную точку Соединенных Штатов Америки! И пусть вам не рассказывают, что она находится во Флориде. Кей-Уэст во Флориде – это самая южная точка континентальных США. Самая южная точка Соединенных Штатов Америки находится здесь, на Большом острове на Гавайях. Вот с этого все начиналось. Лава, вытекавшая из разлома на дне Тихого океана, постепенно, слой за слоем, выстроила этот остров. Самый массивный и самый юный из 137 островов Гавайского архипелага. Его так и называют – Большой остров или остров Гавайи. На этом острове постоянно меняется не только погода, но и ландшафт. Вот здесь, например, совсем недавно был окруженный пальмами природный бассейн Ахалануй с водой, подогреваемой горячим источником. Дороги, которые вели к пляжу, сейчас упираются в тупик, в стену застывшей лавы, которая полностью накрыла бассейн. Зато рядом появился новый пляж с черным песком, которого на время нашего визита не было ни в одном путеводителе. Извержение Килауэа, самого активного вулкана в мире, началось в 1983 году и затянулось на 30 лет. Последнее массивное извержение было здесь весной 2018-го. Поток лавы уничтожил свыше 700 домов. Мы были в 15 метрах от потока, когда он шел. Все говорят, надо выбираться отсюда. Можно было кинуть камень и попасть в него, так близко мы были. В потоке были ветви, деревья, машины. Последствия извержения непредсказуемы. После извержения 2018 года часть кратера просто просела внутрь, а вместе с ней часть дорог Национального парка вулканов. С мая по август 2018 в этом районе были зарегистрированы более 80 тысяч землетрясений. Кратер Халимау-Мау стал примерно на 400 метров глубже. Если приглядеться, дорога, которая раньше шла по краю кратера, обрывается в никуда. Да и там, где она сохранилась, далеко не уедешь. Поначалу вообще непонятно, что это вулкан. Кратер Килауэа 4 километра в диаметре. Когда-то здесь бушевало огненное озеро лавы, поразившее в 19 веке Марка Твена. Сейчас из расщелин кое-где поднимаются дымки и тянет серой. Говорят, что именно под этим кратером живет богиня Пеле. Когда у нее плохое настроение, начинается извержение. Но, судя по всему, в последнее время настроение у нее исправилось, что очень расстраивает посетителей Национального парка вулканов. Мы не знаем, когда произойдет следующее извержение. Оно может произойти на Килауэа, оно может произойти на Мауна-Лоа, на одном из двух активных вулканов в национальном парке. Но это не значит, что тут не на что посмотреть. У нас тут целая история извержений, которые происходили на протяжении 100 с лишним лет. Некоторые посетители набирают вулканические камешки в качестве сувениров. Есть такое поверье, миф, что богиня вулканов Пеле проклинает камни, которые здесь находятся. Это абсолютная неправда. Прежде всего, из национального парка нельзя ничего забирать, ни камни, ни веточки, ни животных, потому что вы забираете часть истории для грядущих поколений. Для примера, вы же не приходите к кому-то в дом, открываете холодильник и берете то, что вам хочется. Значит, не надо делать это и в национальном парке. Некоторые люди присылают камни назад из суеверия, но мы пытаемся убедить их не брать их изначально. Наверное, удивительнее всего обнаружить, насколько лава хрупкая. Когда лава течет из кратера, ее верхний слой довольно быстро застывает, образуя вот такие трубки или тоннели, по которым продолжает течь лава. Когда источник иссякает, эти трубки остаются полыми и могут легко обрушиться. Но на Большом острове люди продолжают строить дома, в том числе прямо на застывшей лаве, если надо, на сваях. Так же, как у эскимосов есть десятки названий для разного вида снега, у гавайцев есть названия для разных видов лавы. Гладкую лаву, похожую на взбитый с сахаром белок черного цвета, называют пахой-хой. А вот куда менее живописную лаву с острыми краями называют Аа. В одном путеводителе пошутили, что название придумал человек, который попытался первым пройти по ней босиком. Редко где человек может похвастаться тем, что он старше земли, по которой ходит. На Большом острове таких мест множество. Первыми на вулканической почве начинают расти папоротники и дерево охеа – неприхотливое растение, которому не нужна почва.
С этим деревом связана красивая местная легенда. Говорят, что богиня Пели в один прекрасный день встретила красивого юношу-охотника по имени Охия. Она, как девушка не стеснительная, предложила ему руку и сердце. И когда была отвергнута, поскольку он был влюблен в другую девушку по имени Лихоа, она сгоряча превратила его вот в это некрасивое дерево. А девушка его, Лихоа, так плакала, что боги жалились над ней и превратили ее вот в этот красный цветок, который расцветает на дереве Охия. По местному поверью, если сорвать цветок с этого дерева, в этот день непременно пойдет дождь, потому что небеса будут оплакивать разлуку двух влюбленных. Еще одно уникальное явление гавайской флоры – гигантские баньяны. Для того, чтобы держаться за землю, это дерево выпускает сотни, а то и тысячи воздушных корней, которые растут прямо из ветвей. Получается такое дерево-роща. В Хило есть целая улица баньянов, названных в честь знаменитостей, которые их посадили. Вот это дерево, например, посадил в 1934 году 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт. А вот этот баньян посадил король Георг V. Есть тут деревья бывшего президента Ричарда Никсона, легендарного игрока в бейсбол Бейба Рута и баньян, посаженный знаменитой летчицей Амелией Эрхарт. Во избежание путаницы, самый молодой штат Америки тоже называется Гавайи, но его столица находится на другом острове архипелага – Оаху. Там расположена печально известная бухта Перл-Харбор, которую атаковали японские ВВС, вынудив США вступить во Вторую мировую войну. Зато на Большом острове, он же остров Гавайи, была первая столица Камехамеха Великого. С этим связана легенда, подозрительно напоминающая историю короля Артура. В центре города Хило находится вот этот вулканический булыжник весом более 3 тонн. Считалось, что тот, кому удастся перевернуть этот камень, он сможет объединить Гавайские острова. И якобы будущий король Гавайских островов Камеамеа перевернул этот камень, когда ему было всего 14 лет. Камень Наха, который находится возле библиотеки, я пытался перевернуть его, как Камехамеха. У меня не получилось, хотя я пытался. О, я попробую еще. Спасибо большое. Один мир, одна любовь. А в 1810 году Камеамеа объединил 7 обитаемых островов архипелага в одно королевство с жесткими законами. Список запретов был впечатляющим. К примеру, мужчинам и женщинам нельзя было есть вместе. Женщинам нельзя было есть бананы и свинину. Страшным преступлением было встать так, чтобы твоя тень ненароком попала на тень Али, представителя местной аристократии. Здесь располагалось священное убежище, где нарушитель одного из запретов, Капу, мог получить прощение грехов у священнослужителя и спастись от преследователей. Правда, для этого надо было переплыть кишащий акулами залив. Сегодня это национальный исторический парк Паухонуа-Охунаунау. Одной из причин разрушения системы Капу на Гавайях было появление на острове Кука. Считается, что первым европейцем, прибывшим на эти острова, был капитан Джеймс Кук. В 1778 году он прибыл на остров Гавайи. На самом деле он совершенно не рассчитывал обнаружить эти острова. Он искал северный путь, соединявший Атлантические и Тихие океаны. Но когда он его не нашел, год спустя он вернулся на этот архипелаг, который он назвал островами Сандвича, и высадился уже здесь, на Большом острове. К смерти Кука привело недоразумение, осложненное отсутствием общего языка. Местные жители угнали у команды шлюпку из-за металлических гвоздей. Это было недопонимание. У них было не очень хорошо с коммуникацией. Он погиб из-за металла, потому что у местных тогда самым твердым материалом была застывшая лава. И один из мелких вождей решил захватить шлюпку и разобрать ее на части. Им не нужна была шлюпка, они искали металл. Тогда Кук сошел на берег, чтобы взять в заложники правителя этого острова, а такие вещи не делаются. Кук попытался взять в заложники местного правителя в надежде получить шлюпку назад. В результате потасовки Кук и 4 матроса с корабля были убиты. Примерно через столетие на месте высадки был установлен обелиск, на котором написано: «Неподалеку от этого места капитан Джеймс Кук нашел свою смерть 14 февраля 1779 года». В наши дни мемориал Кука считается отличным местом для подводного плавания. Правда, сегодня дождливо, но мы все равно попробуем. Если вам стало жаль незадачливого Кука, в результате занесенных европейскими гостями инфекций, от которых у местных не было иммунитета, к концу 18 века от 300-тысячного полинезийского населения осталось около 30 тысяч человек.
Когда тут начали выращивать сахарный тростник и нужны были рабочие руки, с середины 19 века на острова начали приезжать иностранные рабочие – китайцы, японцы, филиппинцы, корейцы. Сегодня Гавайи являются единственным штатом США с преимущественно азиатским населением. В августе 1959-го Гавайи стали 50-м штатом Америки. Правда, здесь до сих пор встречаются активисты суверенитета Гавайских островов. Вот, например, здесь написано: «Гавайское королевство до сих пор существует, мы никогда не уходили». А вот это портрет последней королевы Гавайев, королевы Лилиокалани. Далеко не все сторонники возрождения гавайской монархии – коренные гавайцы. Среди них встречаются, к примеру, ветераны Вудстока. Мы пришли сегодня заявить, что единственная легитимная власть на Гавайях – это Гавайское королевство. Но некоторые гавайские семьи тоже верят в то, что Гавайи могли бы существовать как самостоятельное государство. Мы могли бы быть швейцарским банком Тихого океана. Когда туристам на Большом острове хочется чего-то аутентичнее гольф-клубов и курортных отелей, их обычно отправляют на рынок дядюшки Роберта. В среду вечером на пляже Калапана собираются десятки местных торговцев и сотни местных жителей. Поесть, потанцевать, пообщаться с соседями. Я думал, что эта сторона острова не очень многолюдная, так сказать, без удобств. Но здесь увидел, насколько тут комфортно для семей, сколько здесь самых разных людей. Мне тут очень нравится. Это мое самое любимое место в мире, и мне нравится тут у дядюшки Роберта. Иногда я тут что-нибудь продаю, иногда просто шатаюсь для развлечения, и всегда встречаю здесь чудесных, искренних людей. Наша новая знакомая представляется как Сильф Найтблюм. Сильфами в Средневековье называли фей. Найтблюм – ночной цветок. Местные жители вообще славятся многообразием способов самовыражения. Я зарабатываю на жизнь вот этим. Делаю самые разные вещи из пальмовых ветвей. Даже штуки, у которых еще нет названия. Началось все с извержения вулкана. В 1990-м поток лавы практически полностью уничтожил прибрежный городок Кайму. Но семья Роберта Килихаумалу была вынуждена сюда вернуться. Моя семья в основном отсюда. Моим прадедам принадлежала большая часть здешней земли. Это причина, по которой мы здесь. Когда-то здесь было не так, как сейчас. Место, где мы сейчас стоим, мы бы тут плавали. Здесь был красивый залив со множеством кокосовых пальм и красивый прибой. Нам никуда не нужно было ездить, мы все выращивали сами и к тому же ловили рыбу и охотились. Но мы живем на острове, и мы живем рядом с лавой всю жизнь, так что, когда она наступает, мы можем подвинуться. На лавовом поле уже растут новые кокосовые пальмы, но травма извержения не забывается. Это было тяжело, видеть людей, которые лишились своих домов. Мы пытались помочь, как могли. В нашем доме был пункт, где людям раздавали еду и воду, пока ситуация не улучшилась. 8 лет назад им пришло в голову организовать на новом вулканическом пляже фермерский рынок, который будет открыт ночью. У покойного ныне дядюшки Роберта было 11 детей. Почти вся семья оказалась музыкальной. Со временем к делу подключили и других родственников. Сейчас на рынок съезжаются туристы со всего мира. Моя семья – любящая семья, которая не создает проблем. Мы пытаемся быть дружелюбными ко всем людям, делиться нашей любовью к ним. На рынке дядюшки Роберта дух гостеприимства распространяется не только на земных обитателей. Несколько лет назад мой отец объявил это место площадкой для приземления инопланетного корабля. Место выглядит довольно маленьким. Если корабль все же прилетит, может, он займет всю эту территорию. Я думаю, что они существуют. Возможно, среди них есть и плохие. Но если они сюда прилетят, мы сможем продемонстрировать им дух Алоха, и они тогда смогут стать хорошими. Кстати, гавайцами называют только коренное население архипелага. Даже если вы здесь родились, вы просто камайна, местный. Мы говорим камайна. Это буквально означает «дитя земли», тот, кто здесь родился. Сейчас ты можешь стать камайна через 10-15 лет. Себя коренные гавайцы называют канака.
Когда чужаки пришли сюда, они спросили нас, кто вы, и мы сказали, мы люди, канака. Я бы не назвал себя гавайцем, я называю себя местным. Но я вырос здесь, 12 лет. Все мои друзья говорят, он точно гавайец. Он больше гавайец, чем некоторые гавайцы, потому что некоторые из коренных гавайцев уже не пьют кокосовое молоко. Семья Чарли Ланта переехала на Гавайи с Карибских островов. Сам он уже несколько лет продает ананасы, сахарный тростник и кокосы неподалеку от водопадов Акака. Когда я уезжаю отсюда, больше всего мне нравится то, что понимаешь, как тебе здесь хорошо. Многие местные забывают об этом, пока не едут куда-то еще, где холодно. Возвращаешься, никакие куртки не нужны. Я работаю 2-3 дня в неделю. Сегодня я встал в 7 утра, начал рубить сахарный тростник, нарезать ананасы для морозильной камеры. За день до этого я собираю ананасы. Часов в 11 начинают подъезжать туристы. В будущем Чарли мечтает производить ром из сахарного тростника, который здесь уже практически перестали выращивать. Для меня лучшее занятие серфинг, потом походы, рыбалка и все сначала. Я бы сказал, что здесь очень тяжело, много стресса. Да шучу я, никакого стресса на Гавайях. Какой тут может быть стресс? Почти нет пробок. У меня здесь очень простой образ жизни. Я забираюсь на кокосовые пальмы, собираю кокосы. Это практически работа мечты. Спрашивают, чем ты занимаешься? Продаю кокосы. Прочие работают на стройке, тяжелая работа. Или в отелях. А это то, что нравится делать мне. Неподалеку от национального парка в лесу прячется деревушка, которая называется Вулкан. Тут живут ученые-геологи и художники. Пожалуй, самая яркая личность в этих краях – это Айра Оно. Его участок на склоне вулкана – это волшебный сад-галерея, органическое кафе, где на каждом дереве у каждой скамьи таится множество сюрпризов. Я коллекционирую чайники. И когда коллекция вышла из-под контроля, я устроил специальный садик для чайников. Помимо чайников, Айра коллекционирует скворечники, статуи Будды, деревянных идолов, бонсаи и гавайские растения. Это мой потайной сад. Когда я начал работу над этим садом, это были джунгли, гавайский лес. Папоротники, листья. Всего этого было не видно. Это скульптура, выточенная вручную из камня, символ рыбы, сделанный из лавового камня. Она уже заросла мхом. Это очень красиво, когда это происходит. В догавайской жизни его звали Айра Кофман. В Нью-Йорке я был профессиональным танцором. Учился в школе искусств, по которой был снят сериал «Слава». Моей одноклассницей была Лайза Минелли. Так давно это было. Много лет назад в Гонолулу я демонстрировал свои работы. И у меня была табличка «Оно керамика Айры». «Оно» на гавайском означает «отличное качество». И маленький местный мальчик, лет 9, посмотрел на меня, посмотрел на мои работы и на табличку и спросил: «Вы мистер Оно?» И я сказал: «Мне это нравится. Я больше не Айра Кофман». И это имя у меня уже много лет. То, что делает эти острова особенными, они очень удалены от всего. Мы тут на высоте 1200 метров в деревне Вулкан, но острова находятся на расстоянии 1000 километров, откуда бы то ни было. Калифорния на расстоянии 4000 километров, Япония. И местные люди прибыли из Полинезии, нашли эти замечательные острова и создали здесь самодостаточный стиль жизни. В его галерее выставлены работы более 100 гавайских художников. А вот еще один обитатель волшебного сада, спасенный из приюта гигантский новозеландский кролик Нобл. Он крайне благодарен за то, что он здесь, потому что здесь он очень хорошо питается. Видимо, лучше, чем люди на улицах Сан-Франциско. И посмотрите, где он живет. Это очень везучий кролик. Уже более 30 лет Айра Оно делает свои знаменитые керамические маски. Сколько у меня масок? По маске на каждого встречного мною человека. Как облака, плывущие над спокойным морем. Каждая маска — видение. Они видят без глаз и говорят без слов.
Люди часто спрашивают: «Мне нравятся твои маски, но почему они не улыбаются?» Я отвечаю им, что когда они встречают мудреца в лесу, он или она не обязательно улыбается. Ему или ей надо узнать тебя, и тогда раскрывается личность. Эти маски для меня почти как семья. Мне нравится, когда они находят дом, где к ним хорошо относятся. Многие люди на Гавайях вешают их на деревья, и очень скоро они обрастают мхом, пауки плетут на них свою паутину, и мне нравится, когда это происходит. Жизнь на склоне вулкана не кажется местным жителям опасной. Извержения, как правило, происходят ниже, когда раскрываются новые разломы. Основная проблема финансовая. Заработок местных жителей зависит от туристов. Здесь бывают землетрясения, и в прошлом году, в мае, было извержение, и это было очень тяжело для всех, кто здесь живет, потому что люди перестали приезжать. Парк закрылся, и это было очень сложно для турбизнеса в деревне Вулкан. Люди не понимали, что извержение на деле происходит в 80 километрах отсюда. Тут трясло, но воздух был хороший. Но если посмотреть на новости, складывалось впечатление, что тут все в дыму. Гавайские острова расположены в центре Тихоокеанского вулканического огненного кольца. За 200 лет на Гавайи обрушилось 4 десятка цунами. Практически везде можно наткнуться на знаки, предупреждающие о зонах эвакуации. Хило так и вовсе называют мировой столицей цунами. Но юго-западный район острова, солнечная Кона, более защищен от природных катаклизмов. Океанские волны здесь главный источник развлечений. Серф на английском – это волна прибоя. И изобрели серфинг именно здесь, на Гавайях. Здесь, в Кахалу, могли кататься на серфе только особо королевской крови, только наши вожди. Женщинам не разрешали кататься на серфе, даже если они были королевской крови. Это был спорт королей, но с годами знания алоха передавались из поколения в поколение, и нам очень повезло, что это сейчас доступно для нас, и мы можем этим поделиться. Самый модный тренд – фойл-серфинг. Райдер как будто парит над водой на двуступенчатой доске. Но мы для первого раза решили начать скромно, с самой обычной доски. Говорят, начать никогда не поздно. Хотя по гавайским меркам, если честно, все же чуть поздновато. В нашей школе серфинга мы начинаем учить детей с 3 лет. В нашей семье дети учатся серфингу с 8-9 месяцев. Не уверена, сколько родителей готовы отдать нам годовалого малыша, но это возможно. Школа серфинга на пляже Кагалу основал в 1984 году отец Тиффани, капитан Рик Грин. Бывший военный познакомился с гавайской девушкой и остался на Большом острове. В то время городок состоял из одной улицы с 2 светофорами. Когда дети были маленькие, мы шли вниз к океану, и вместо того, чтобы смотреть мультфильмы, мы целый день играли у воды. Дети плавали, ловили рыбу, мы ели там завтрак, обед и ужин, шли домой спать, и на следующий день все повторяли по новой. 15 лет он работал по 7 дней в неделю, но при этом каждый день был с семьей. И сегодня его дети, Тиффани и Джейкоб, продолжают учить людей серфингу, в том числе людей с ограниченными возможностями. Когда ты растешь на маленькой точке посреди океана, семья — это все. И это требует жертв. Меньше думать о себе, если, скажем, ты мечтаешь уехать в Голливуд. Ну, в общем, вырасти здесь, на Гавайях, ловя волны, не такое уж большое самопожертвование. Мы здесь живем другой жизнью, не гонимся за вещами, которые прельщают многих людей. Мы довольны тем, что у нас есть. Не поймите меня неправильно, технологии — это замечательно, но из-за этого ты зачастую теряешь семью, теряешь друзей из-за всей этой суеты. Ты едешь по дороге, видишь кого-то, они тебя спрашивают: «Как дела? Ты голодный? Приходи, у нас вечером барбекю, приводи семью». Ты спрашиваешь: «А что приносить?» «Ничего не надо, у нас все есть. Мы сегодня рыбачили, рыбы хватает». И в конце вечеринки они еще дают тебе еду с собой домой, даже не спрашивая. По его словам, не всем, кто в эти дни приезжает на Гавайи с мечтой обрести покой и открыть свой маленький бизнес, это удается. Люди приезжают сюда с банковским счетом, начинают свой бизнес, покупают дом. Большинство из них уезжают через 3 года, обанкротившись, потеряв все, потому что они не понимают, что требуется, чтобы здесь жить. Это непросто. Это красивейшее место, но сложности ведения бизнеса, стоимость транспортировки – все это дорого. И если у вас нет состояния, многим приходится работать на 2 работах. Родители-одиночки работают и на 3 работах, просто чтобы выжить. Рик не в восторге от перемен, которые пришли со строительством гольф-клубов, городков для состоятельных пенсионеров и больших курортных отелей.
Он говорит, что приезжие могли бы просто принять Гавайи, вместо того, чтобы пытаться их контролировать. Мы обычно любим всех, если вы не даете нам повод вас не любить. Задавайте вопросы, не ведите себя так, как будто это место принадлежит вам. Большой остров плохо поддается контролю. Об этом вам скажет любой житель береговой линии, которого с детства учили, что к океану никогда нельзя поворачиваться спиной. На нашем большом острове мы окружены вулканическим камнем, и вулкан все еще продолжает создавать новую землю. У нас нет роскоши песчаных пляжей вроде Вайкики или Сан-Диего. Для того, чтобы превратить здоровые коралловые рифы в пляж с белым песком вроде Вайкики, требуется длительная эрозия поколение за поколением. Поскольку мы самый юный Гавайский остров, нам приходится смиренно работать с тем, что нам дает мать природа. На Гавайях, кстати, есть свой говор, при попытке скопировать который вы можете стать предметом шуток. Тут это называется «браток старается». Но вас явно не осудят за попытку показать шаку. Шака — это примерно как показать большой палец вверх, но мы добавляем немного от себя. Так можно сказать «махало», «алоха», «спасибо». Это все позитив. На Большом острове существует 10 из 15 известных на Земле климатических зон, от тропической жары до заморозков. Холоднее всего здесь, на вершине Белой горы, Мауна-Кеа. Говорят, именно здесь живет богиня снега Палиаху. А еще, если считать от основания на дне океана, это самая высокая в мире гора, выше Эвереста. На вершине Мауна-Кеа расположена крупнейшая астрономическая обсерватория с 13 внушительными телескопами, с которыми работают ученые из 11 стран. Общая мощность местных телескопов в 60 раз больше мощности космического телескопа Хаббл. Среди них самые большие оптические инфракрасные телескопы в мире и самый крупный субмиллиметровый телескоп в мире. Чем более разряженный воздух, тем четче картинка для телескопов. Говорят, что в погожие дни отсюда можно видеть соседние острова, но сейчас нам видны только телескопы, все остальное тонет в облаках. Большинство туристов останавливаются на половине пути к вершине, в центре для посетителей, но некоторые добираются до самого верха. Куртни и Марк, пара из Миннесоты, даже дошли до вершины пешком. Это заняло у них 3,5 часа. Это самая большая возвышенность, на которую мы забирались, так что это вполне можно считать личным достижением. Я смотрю много документальных фильмов про черные дыры, кротовые норы, как работает физика всего этого, и это очень круто увидеть в реальности, где все это происходит. Это наверняка очень красиво ночью, звездное небо, но, к сожалению, у нас нет джипа, поэтому мы не сможем остаться на горе до ночи. К вечеру на вершину съезжаются несколько машин с туристами. Температура резко падает, забывать теплую одежду не рекомендуется. На закате телескопы разворачиваются и открываются для ночной работы, а заходящее солнце ныряет в облака. С помощью гавайских телескопов обнаружили неизвестные спутники Юпитера и Сатурна и галактики, которые ранее не были видны. Отсюда ведется поиск экзопланет и астероидов, которые могут подвергнуть риску Землю. Уже 10 лет на северном склоне горы планируется строительство сверхмощного 30-метрового телескопа, против которого местные жители ведут ожесточенную борьбу, называя его кощунством по отношению к священной вершине. Лидер протестующих Пуакейс говорит, что к защите горы ее призвала богиня воды Моай-Найнеа. Как у людей этой земли, у нас есть право защищать нашу гору от 5 стран, которые хотят построить это огромное 18-этажное здание на нашей горе. При том, что оно даже не соответствует критериям строительства на заповедной земле. Гавайская богиня воды проиграла строителям телескопа иск, поданный от ее имени в одном из судов на эту тему. Но протестующие предупреждают, что если дело дойдет до бульдозеров, они готовы перекрыть доступ к горе своими телами. Речь не идет о культуре против астрономии. Никто из нас не говорит, что астрономия не стоящая наука. Только не на нашей горе. Вы уже заняли всю вершину. У вас там уже 13 телескопов. И еще один, который даже не соответствует критериям. Одно из крупных астрономических открытий при участии гавайских телескопов произошло в 2019 году, когда ученым впервые удалось запечатлеть черную дыру. Ее даже назвали гавайским именем – Пауэхи, украшенный бездонный источник бесконечного творения.
Когда заговорили об этой черной дыре и ее мощи, я сразу вспомнил песнопение «Мели», в котором много описаний этой невообразимой темной силы. И оказалось, что это по сути силуэт. Саму черную дыру невозможно увидеть, но ее смогли сфотографировать из-за ее мощи, потому что она затягивала внутрь газы с такой фантастической скоростью, что выдала свое местоположение свечением. И я сказал, По — это тьма полной мощи, а Уэхи — это нечто украшенное, в декоративном обрамлении. И добавил, что если астрономам понадобится назвать другие черные дыры, у нас есть другие названия. После аннексии Гавайи в 1898 году изучение гавайского языка в школах было запрещено. Лишь в 1978 году он вновь стал официальным языком. Профессора Ларри Кимуру называют дедушкой возрождения гавайского языка. Благодаря ему в 80-х годах прошлого века в детских садах и школах были введены образовательные программы с погружением в языковую среду. Мы дошли до ситуации, когда у нас осталось менее 25 носителей языка как родного, и им по 80-90 лет. Возрождение языка началось много лет назад с маленького экспериментального детского сада. Сейчас у нас есть новое поколение детей, для которых гавайский является основным языком. Для их родителей гавайский был вторым языком. Сейчас у нас уже около 500 учеников, некоторым по 10-12 лет. Более старшие выпускники уже сами стали учителями и родителями. В нашей первой группе в 1985 году было всего 7 учеников. Сейчас они уже взрослые, и у них есть дети, которые были воспитаны на гавайском. Первые слова наших детей были на гавайском. Они видят сны на гавайском. И когда в День независимости они видят фейерверк, они сравнивают его с цветами, которые растут вокруг нас, или с рыбами из нашего океана. Гавайский язык, в алфавите которого всего 12 букв, один из самых мелодичных в мире. Луау – гавайская вечеринка, ланай – веранда, махалу – спасибо, алоха – приветствие. Алоха — это любовь, но это много чего еще. Это то, чем ты делишься, что ты даешь. Это радость, которую ты даришь. Это смиренность в отношениях с другими людьми. Для меня это означает сопереживание, способность понимать ситуации через сопереживание, видеть не глазами, но чувствовать их. Вот это и называется алоха. Ты можешь сказать алоха в плохой ситуации или, наоборот, очень хорошей ситуации, дружелюбной ситуации. Это может означать и «какой кошмар». Ну, понятно, что в туристической индустрии говорят «О, алоха, добро пожаловать». Кстати, большинство американцев неправильно произносят название штата. Вот как оно звучит на гавайском. Настоящая Гавайи немыслимы без хулы. Этот традиционный танец вам покажут в любом уважающем себя курортном отеле. Но настоящую хулу танцуют не в сопровождении гавайской гитары, а под ритм ипу – ударных инструментов из высушенной тыквы. Хула почти как язык жестов. Каждое движение в танце является символом. Цветок ты делаешь вот так. Не так, а вот так. Когда ты поворачиваешься налево, ты держишь руки вот так и направо. Цветы направо и налево. Алоха. Дождь. Вниз, вверх, вниз. Руки хулы. Постукивание. Хорошо. Очень хорошо. Ая Масуда и Шон Мацуока родились в Японии, но встретились здесь, на Гавайях. Живут в уютном домике с котами. Он учит игре на укулеле, она проводит занятия плетения венков и уроки танцев. В Японии хула очень популярна. В основном современная разновидность танца. Ая приехала на Большой остров изучать традиционный вид хулы. Кахико была предназначена для гавайских богов, и песни и танец были частью богослужения, прославления природы и так далее. А современная хула, она для людей, для зрителей. Для меня было сюрпризом, насколько люди пытаются сохранить здесь свою древнюю культуру. В Японии у меня не было возможности изучать японские традиционные танцы, а здесь все танцуют, от малышей до стариков. Это часть общины. Эти танцы сплачивают общину. На первый взгляд танец несложный, но это только на первый взгляд.
Эти танцы духовно связаны с моей семьей, с Купуна, предками. Для меня это момент совершенства, способность полностью воплотить их и чувствовать в то же время, что они принимают меня. Это требует большого физического напряжения, мозоли, волдыри на ногах, боль во всем теле. Иногда мы репетируем по 3-4 часа подряд, так что это требует затраты энергии. Однако, если вы планируете заняться хулой всерьез, вам придется выучить гавайский. Yes, so the hula is a way for us to physically show. Хула — это способ физически показать, что происходит в определенном песнопении, с помощью жестов, нашими руками и ногами. Без гавайского языка, без песнопения нет хулы. Кикоа Харман и его жена Пели преподают хулу детям на гавайском. Моя семья связана с богиней огня Пеле. Для многих людей эта концепция чужда. Мол, как можно вести родство от кого-то, кто не является человеком? Но наша генеалогия идет от богини вулканов. Для многих танцоров хулы это прежде всего духовная традиция, связь с предками. Многие танцевальные ансамбли совершают восхождение к кратеру вулкана Килауэа босиком. И это часть ритуала не для камер. Есть танцы, которые люди считают священными и не хотят превращать их в коммерцию. Есть также разные жанры. Некоторые более ритуальны, потому что они тесно связаны с нашей старой религией. Не стоит играть с такими вещами, потому что слова имеют власть нести жизнь или смерть. Есть истории, где людей запели до смерти или вернули к жизни. Кстати, о старой религии. Гуляя по Гавайским островам, можно наткнуться на местные храмы Хияу. Некоторые вполне безобидные. Но вот в Маакини Хияу, в живописном месте в самой северной точке Большого острова, считается, что в жертву богу войны Ку были принесены 1000 человек. Наша история похожа на историю многих других народов. Да, есть храмы, где сохранились следы жертвоприношений старой религии, и мы относимся к этому с уважением. Но мы также движемся вперед в современной истории, с уважением к прошлому. Раз в год на Большом острове проходит фестиваль гавайского танца. Ансамбли съезжаются со всего мира. Тут можно встретить даже исполнителей родственной новозеландской хаки. Фестиваль называется «Веселый король» в честь монарха, который не хотел, чтобы его народ утратил традиции. Старые традиции при этом обрастают новыми. К примеру, на праздничном параде в последний день фестиваля зрителей приветствуют не только представители королевских кровей и принцессы Пуа, наездницы в длинных юбках разных цветов, представляющие каждый из Гавайских островов, но также мисс Алоха, которую выбирают за лучшее исполнение хулы, и победительницы самых разных конкурсов красоты. Верховая езда считается здесь ценным навыком. Гавайские паниола не менее знамениты, чем ковбои Дикого Запада. Впрочем, на Большом параде есть место и маленьким осликам. Как вы уже, наверное, заметили, на Гавайях очень любят цветы. И праздник – это лишний повод украсить себя цветочным ожерельем – леей. Как букет цветов можно купить леи на день рождения, на годовщину. Но ты можешь просто прийти домой, и тебя так рады видеть, что тебе подарят леи. Правильный способ расстаться со всем, что тебе было подарено, вернуть это назад земле. Не стоит выбрасывать это в мусорный бак. Некоторые люди кладут это на специальное место во дворе, как подношение. Желтый гибискус Пуахаумаухели – это цветок штата Гавайи. На самом деле на Гавайях цветы – это еще и культурные коды. Цветок за левым ухом – это примерно как кольцо на твоем пальце. Это означает, что у тебя есть вторая половина. За правым ухом это означает, что ты свободна. А что если, как в статусе в Фейсбуке, у пары все сложно? Тогда прямо посередине, посреди лба. Даже если вы никогда не были на Гавайях, но считаете себя гурманом, вы наверняка пробовали поки. Базовые поки – это порезанные на кубики кусочки сырой рыбы в маринаде и водоросли.
Поке на гавайском означает нарезанный кубиками или ломоть. Это совершенно не обязательно рыба, это может быть что угодно. Этому неприметному на первый взгляд заведению в 2014 году был присвоен титул лучшего ресторана в США по рекомендациям пользователей сайта Yelp. Мы используем только свежую рыбу. Несколько раз в год, когда у нас нет свежей рыбы, мы закрываемся и отправляемся на рыбалку, потому что я не собираюсь подавать замороженную рыбу. На материке 80-90% рыбы, которую продают в супермаркете, она была ранее заморожена. Кстати, именно в этом ресторанчике изобрели столь популярный сегодня поке-боул, который превратил поке из закуски в полноценное блюдо с добавлением основы из риса. Рецепты придумывает вся семья. Поцелуй Пеле – это острый тунец. Шек особый, сделан с натуральным медом, он послаще, это нравится детям. Динамит – это наш единственный соус с авокадо. Владелец ресторанчика Алвас Консей интересуется историей. К примеру, свою университетскую работу он писал про семью последнего русского царя, но зарабатывает на жизнь рыбной ловлей, как его отец и дед. Ты не становишься рыбаком, чтобы заработать денег. Скорее, если у тебя есть деньги, ты можешь рыбачить. Эта лодка стоит $80-100 тысяч. Эти деньги ты не вернешь, разве что лет через 20. Лодка требует ухода, бензин дорогой. Чтобы выйти в море на рыбалку, это еще $300-400 за выход. Надо покупать бензин, лед, наживку. Главный совет от капитана Алла: никаких бананов на борту. Это вообще не шутка. Нельзя приносить бананы на борт. Это старая гавайская примета. Иногда я беру туристов на рыбалку. И когда рыба не клюет вообще, можно быть уверенным в том, что кто-нибудь из них обязательно вытащит из рюкзака банан. И тут уже понятно, что пиши пропало. Ничего не получится. Любители рыбы в США не всегда задумываются о том, что названия разновидностей тунца пришли с гавайского. Ахитуна – это желтоперый тунец, махи-махи – корифена, ау – марлин. Название официальной рыбы штата произнести несколько сложнее. Ты имеешь в виду хуму-хуму, нуку-нуку-апуа? Нет, эта рыба несъедобна. Кстати, согласно местной легенде, эта рыбка – одна из личин гавайского полубога Камапуа. Обычно он появляется в образе свиньи, которых на острове можно встретить множество, иногда в самых неподходящих местах. Еще тут водятся дикие козы, которые скачут по полям застывшей лавы, одичавшие ослы, которые раньше были основным способом транспортировки груза на плантациях, и лошади, которые пасутся, а иногда просят подачки в одной из самых красивых долин мира – Вайпио. Добираться вниз приходится по дороге с крутым наклоном, такой узкой, что на ней с трудом могут разъехаться две машины. Ехать страшновато, но это того стоит. В долине Вайпио находится Хиилава, один из красивейших водопадов на Гавайях. Есть и потайные уголки, провести которые могут только местные. Это папала. Даже если у меня нет королевской крови, Бог дал мне это, чтобы я мог поделиться этим с миром. Видимо, я тот самый парень. Долину Вайпио зовут Долиной Королей. В древние времена тут встречались вожди, когда надо было принимать важные решения. Когда-то в этой долине жили десятки тысяч человек, в основном фермеры. В 1946-м, после разрушительного цунами, Вайпио опустело. Сейчас здесь живут около 50 человек. Вы когда-нибудь задумывались о том, что бы вы взяли с собой на необитаемый остров? Полинезийцы, которые прибыли сюда около 1500 лет назад с Маркизских островов, захватили с собой свиней, собак и корень таро. До этого на островах росло много чего красивого, но мало чего съедобного. Этот корнеплод еще называют картофель тропиков или слоновьи уши за специфическую форму листьев. Листья мы можем использовать на луау. Кладем сюда говядину, свинину или рыбу и тару, или сладкий картофель. Немного кокосового молока и готовим на пару 3-4 часа. Получается лау-лау. А из клубней готовят пои – вязкую сладковатую массу, которую едят в качестве гарнира или десерта. Сейчас мы готовим таро на пару 3,5 часа. Потом кладем тару в воду, кожура уходит в сток, а это идет в контейнер сзади. И после этого мы перемалываем тару вот здесь, и он превращается в пои.
Семья Моргана Толедо живет в долине Вайпио уже 5 поколений. Кроме его португальского отца, который влюбился в Гавайи и остался на ферме на Большом острове. Благо тара в местном климате можно выращивать круглый год. Помимо тара на ферме растут лимоны, кофе, какао. Мякоть плода какао – фантастически вкусная вещь, по вкусу напоминает личи, а шоколад делают из зерен, которые внутри. Еще Морган Толедо разводит пчел, а в свободное от работы время охотится на диких кабанов. По старинке, с копьем. Еще он жалуется на нехватку рабочих рук и недостаток терпения у молодежи. Многие фермеры спускаются в долину лишь по выходным. В 30-х по 50-е за неделю собирали урожай в 200-300 мешков тару. Сейчас мы собираем, может, 25 мешков в неделю со всей долины. Это тяжелая работа. Может, некоторые коренные гавайцы рассердятся на меня за мои слова, но это правда. Проще пойти за покупками в Walmart или Costco, чем выращивать тару. Его надо выращивать самим. Нам нужно быть самодостаточными. Если взорвется бомба и не будет электричества, через 7 дней у нас не будет еды. И если не будет всех этих компьютеров и приборов, что мы будем есть? На протяжении 150 лет плантации сахарного тростника были главным источником дохода на Большом острове. Последняя фабрика по переработке закрылась в 1996 -м. Сейчас Гавайи зарабатывают на туризме, осваивают госбюджет благодаря военным объектам и занимаются экспортом орехов макадамия, ананасов и кофе. Гавайи – это единственный американский штат, где кофе выращивают в коммерческих целях. Кофе из округа Конно считается одним из лучших и самых дорогих сортов кофе в мире. Это насыщенный вкус, но при этом очень мягкий. Он очень чистый в чашке. У него приятная кислинка, или лучше сказать, баланс между кислотностью и полнотой вкуса. Семья Тома Гринвелла выращивает кофе на одном из богатых минералами вулканических склонов Большого острова, начиная с 1860-х годов. На ферме Гринвелл еще растут кофейные деревья, посаженные 120 лет назад. Все дело в совершенном климате. Вы можете почувствовать это сейчас. Легкий бриз, теплое солнце, при этом температура не такая высокая. А после полудня вы заметите, как собираются облака, пока не начнется дождь. Так что здесь даже не нужны удобрения. Праправнук основателя фермы Том Гринвелл продолжает семейный бизнес вместе с женой Дженнифер и сыном Беном. Но основная рабочая сила – приезжие из стран Латинской Америки. Многие местные жители предпочитают более доходную работу в индустрии туризма. Саженцы кофе год проводят в теплице, и после пересаживания под открытое небо дают урожай уже через 2 года. В зависимости от сорта кофе и возвышенности, урожай на ферме собирают с августа по январь. Здесь же кофе обжаривают и упаковывают для продажи. Как минимум раз в месяц на ферме устраивают дегустацию кофе – каппинг. Он проходит в несколько этапов. Это называется сухой тест аромата. Задача – убедиться в том, что кофе соответствует нашим стандартам. Иногда случаются ошибки, и важно обнаружить их до того, как кофе выходит на публику. Пахнет как кофе. Хочется надеяться. Кофе Коно знаменит шоколадным и ореховым ароматами. Периодически ты будешь улавливать ягодные нотки. Это зависит от кофе. Если ты когда-нибудь понюхаешь сорт гейша, ты быстро учуешь голубику. Эти ароматы ты почувствуешь уже и как вкус в чашке кофе. Теперь мы наполним чашки кипятком. Как правило, для теста мы кладем в чашку больше кофе, чем для обычного потребления. Теперь мы дадим ему настояться 4 минуты. А потом удалим плавающую шапку и начнем каппинг. Серьезному каппингу надо учиться. И желательно при этом иметь хороший нос, а то не отличишь в чашке кофе тонкий аромат риса от вишни или огурца. Известные ароматы собраны в специальной таблице, включая довольно неожиданные варианты. Резина, солома, запахи земли. Это означает, что в процессе обработки случилось что-то, чего не должно было случиться, вроде избыточной ферментации. Хорошие ароматы, цветочные, фруктовые, может картофель, но не слишком тяжелый картофель. И с этой стороны таблицы сахар, карамель, орех, горький шоколад. Многие ароматы проявляются в результате ферментации.
Обычно кофе проходит процесс дикого брожения. Когда мы добавляем дрожжи целенаправленно, это выбивает дикие дрожжи, берет процесс под контроль и может придать кофе вкус голубинки. Нам нужен аромат, который высвобождается, как только ты разбиваешь корочку. Дальше следует собственная дегустация. Кофе набирается в ложку и резко всасывается, для того, чтобы одновременно были задействованы все рецепторы ротовой полости. Тебе нужно, чтобы кофе попал далеко назад. И вот оно, хлюпанье. Красота. Да, это явно не для свиданий. И как из дегустации вина, кофе надо выплевывать. Жалко его выплевывать, он вкусный. Затихший с недавних пор вулкан открыл жителям западной части острова новую реальность. Впервые за десятки лет их не накрывает ежедневно облако вулканического смога. Извержение продолжалось 33 года, так что моя работа в этой индустрии совпала с извержением вулкана. Это отражалось на нашем кофе. Сейчас у нас больше урожай, более жизнеспособные деревья. В ближайший год, возможно, мы увидим, каким кофе был 40 лет назад. Гавайские острова на самом деле это вышедшие на поверхность вершины массивной подводной гряды, которая сформировалась благодаря лаве из горячей точки в мантии земной коры. Улоа, гора долгой жизни, священное для коренного населения Гавайев место. Сюда приходили, чтобы нанести на базальтовые плиты значки людей, животных, каноэ, круги, спирали. На застывшей лаве здесь были обнаружены свыше 23 тысяч изображений. Эти петроглифы рассказывают о рождении, о смерти, о важных событиях в жизни общины. Хотя вряд ли сегодня кто-то сможет с точностью сказать, что означает каждый из этих символов. А поскольку Тихоокеанская плита продолжает свое движение, в далеком будущем вулканы этого острова погаснут, и он превратится в атолл, а потом и вовсе уйдет под воду. Но чуть южнее Большого острова, в Тихом океане на глубине примерно километра, уже растет новый остров Гавайского архипелага – Лоихи. И он выйдет на поверхность всего через какие-то 100 тысяч лет. Aloha, e maliu, mai o